Дарья Ивановна, а ранняя юная девушка Даша, некогда проживала в маленькой деревеньке, которую разделяла железная дорога. Мать у нее умерла сразу после ее рождения, а отец женился на другой, на Галине, полагая, что девочке нужна была мама. К 10 годам Даши отец полностью спился от невеселой жизни обычного деревенского рабочего и неожиданно для всех помер, когда ему не было и 40. Осталась девочка вдвоем с мачехой, женщиной строгой, уже не молодой. Детей у нее не было, поэтому она привязалась по-своему к ребенку, заботясь о единственном родном ей человечке. Годы неслись с огромной скоростью. Жили они хорошо, можно даже сказать в достатке. Даша помнит необычную ночь, когда ее мачеха вернулась из болот, сказав, что заблудилась, вся растрепанная, вымотанная, с пустой корзиной, без ягод. Но именно тогда они зажили лучше. Даша никогда не знала голода, у нее всегда были обновки. Хоть мачеха никогда не работала на престижной работе, была обычным ветеринаром при колхозе. Раза 2 в месяц мачеха уходила якобы на работу в ночную смену, но однажды к Даше зашла соседка, попросив о помощи. Девочка побежала к мачехе на работу, но здание было закрыто. Всю ночь девочка переживала и гадала, где Галина. Под утро уставшая и бледная женщина вернулась. Девочка спросила, где она была, на что мачеха ответила, как обычно, на работе. Когда Даша сказала, что приходила к ней и ждала ее там 2 часа, женщина смутилась и очень быстро перевела разговор на другую тему. Тогда Даша начала думать, что мачеха ходит к одному мужику, что живет за 3 дома от них, который нередко заглядывал к ним. Успокоившись в своих выводах, девочка перестала обращать внимание на мачехины ночные уходы. Когда Даше исполнилось 20, она вышла замуж за местного сельского парня. Молодая семья осталась жить с Галей. Так как неудобства не причиняла, всегда заботилась о падчерице. Дашиного мужа отправили в командировку на повышение квалификации. Парень был смекалистым. В колхозе его ценили, а в то время Дарья должна была родить. Когда начались схватки, мачехи не было дома. Было уже поздно. Даша очень сильно испугалась и пошла ее искать. Зайдя к Галине на работу, поняла, что там никого. Решила пойти к Федору, который был дружен с ними все годы. Но и там ее не оказалось. А Федор очень удивился, что Даша полагает, что мачеха заходила к нему. Постеснявшись говорить соседу про схватки, которые были еще легкими и вполне переносимыми, Даша пошла домой. По дороге она увидела, как мелькнула за деревьями и за поворотом тень. Неизвестно, почему девушка решила, что это ее Галина, она пошла туда. Подойдя к опушке леса, Даша уже держалась за живот, плелась туда. Что двигало девушкой, она не помнит, она просто шла, все было как в тумане. Дойдя до опушки, она увидела свечение, исходящее из земли. Даша легла на мох, уже не в силах стоять. Страх, боль, волнение, смесь разных чувств крутились в голове. Она увидела, как Галина, раздевшись догола, идет на этот странный свет, похожий на лунный, но немного цветней. Пронзительный стон издала ее мачеха. Свет ярко вспыхнул и погас. Галя упала на мох, без движения. В ужасе Даша ползком поползла от того места. Как она дошла до соседей, она не помнит, родила у них. Утром домой пришла уставшая Галина, бледная, с желтым лицом и синими кругами вокруг глаз. Она выглядела так изможденно, что казалось, будто это живой труп. Еле улыбнувшись Даше с малышом, Галя легла на постель. Девушка почувствовала, что ее мачехе недолго осталось. Она подошла к ней и взяла ее за руку. Галина приоткрыла глаза и слабым голосом сказала: «Я знаю, что ты видела меня.
Я должна была тебе давно объяснить, но я боялась, что ты сочтешь меня безумной. Все эти годы я любила тебя как родную дочь и готова была ради твоего благополучия отдать все. Однажды в лесу я заблудилась, попала в болото и начала тонуть. Я взмолилась, не зная почему, я позвала лесного духа. Пообещала дать ему самое ценное, что у меня было, лишь бы он отпустил меня. И тут же болото отпустило меня. Я стала легкой и смогла доползти до сухой земли. Но тут из земли заструился свет, и какие-то мысли сказали мне в моей голове: «Ты будешь отдавать мне свою силу, а взамен своего благополучия, приходя всякий раз, как почувствуешь беду, и я помогу тебе». В первый раз я пошла, когда ты заболела. У тебя была высокая температура, и я не знала, что делать. Денег у нас было очень мало. Поехать в соседнюю деревню было невозможным, и я пошла в отчаянии к лесу. Дух сам нашел меня, и я почувствовала, как подкашиваются мои ноги, и я падаю на сырую траву. Утром ты была полностью здорова. И так все эти годы я стала по любым причинам ходить в лес за помощью. Сегодня я пошла потому, что знала, ты скоро родишь. Наверное, это последнее, что я могу сделать для тебя, потому что сил больше нет. Я пуста. Галина закрыла глаза, а Даша почувствовала, как к горлу подкатил ком, и она заплакала. Когда наступила ночь, Галина тихо спала. Дарья, собравшись, вышла из дома. Она пошла в сторону черного ночного леса. Зайдя недалеко в его темные недра, она громко позвала лесного духа и попросила взять ее силу, чтобы ее мачеха осталась живой. Вдруг все закружилось у нее перед глазами, и что-то силой вытянуло из ее груди горячий комок сил. Даша без чувств упала на сырой мох. Рано утром, вернувшись в дом, она увидела, как Галина нянчит ее малыша. Она посмотрела на нее, и в взгляде Даша прочла благодарность и грусть. Больше никогда ни Галина, ни Дарья не ходили в лес, справляясь с проблемами сами. Галина прожила еще 12 лет. Дарья родила 3 сыновей, часто болела, но была вполне счастлива. И вот на смертном одре Дарья рассказала все своему старшему сыну, моему мужу. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и высказывать свое мнение.